Всем привет! Сегодня готовим морковный краффин. Получаются мягкие волокнистые куличи с влажным мякишем. В дрожжи добавляю слегка теплую сметану и сахар. Сахар всыпаю от общего количества, которое я планирую добавить в тесто. Немного перемешиваю и всыпаю муку. После этого закрываю пищевой пленкой и отставляю в сторону. За это время приготовим морковную массу. В сахар всыпаю соль и ванильный сахар. Вливаю растопленное сливочное масло. Немного перемешиваю и добавляю яйца. Небольшое количество муки перемешиваю с общей массой. Морковь измельчаю в блендере. Чтобы кусочки моркови были менее заметны в готовом тесте, тогда нужно измельчить ее погружным блендером вместе со сметаной. Хорошо перемешиваю морковь и добавляю опару. Небольшими частями добавляю остатки просеянной муки и вымешиваю тесто. Тесто получается мягким, но слегка липнет к рукам. Накрываю пищевой пленкой и оставляю до увеличения хотя бы в 2 раза. Присыпаю рабочую поверхность мукой и начинаю раскатывать первый кусочек. Я взвесила тесто и поделила его на 4 равных части. Так получилось, что у меня в наличии всего 4 формы, одна из них другого размера. В целом тесто отлично поделится на 5 частей. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника. Небольшой кусочек растираю по тесту. В сахар всыпаю измельченные грецкие орехи. Добавляю корицу и мускатный орех, хорошо перемешиваю ложкой. Перекладываю на тесто и распределяю кисточкой. Теперь добавляю шоколадные капли. Формирую небольшой рулетик. Начинаю от одного края к другому, постепенно разрезаю его ножом. Каждую часть теста по отдельности заворачиваю в виде улитки к неразрезанному краю. Верхний краешек заворачиваю вовнутрь. Теперь аккуратно перекладываю в форму. Если бы у меня была еще одна формочка, то тогда, на мой взгляд, размер куличей был бы оптимальный. Накрываю полиэтиленовой
полиэтиленовым пакетом и оставляю на 40-50 минут. Ставлю в разогретую духовку до 200 градусов на 5-7 минут. После этого я убавляю температуру на 180 и выпекаю до готовности. Минут за 15 вместо того, чтобы накрывать их фольгой, я переключаю в режим духовки только низ. Мои куличи выпекались где-то 35 минут. Будет зависеть от особенностей вашей духовки, а также формы и размеров куличей. По мере остывания я убираю пергамент, а затем присыпаю сахарной пудрой. Надеюсь, вам понравится такой рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Желаю вам светлой Пасхи!